Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Данный безумно простой маникюр получил какую-то аномальную популярность. Выполняется он очень легко. В комментариях под этим фото меня просили все-таки сделать мастер-класс. И в этом видео я покажу 6 вариантов самых красивых градиентов и как минимум пару способов, как же можно сделать градиент хлопьями. Для градиента я использовала гель-лаки торговой марки Milk. Это новинки Soda Effect. Это гель-лаки с прозрачной основой и очень плотными концентрированными хлопьями. Плюс безумно красивые вкусные цвета. Я бы сказала, такие выбеленные неончики. На данных ручках я сделала коррекцию молочным полигелем. Либо это может быть в качестве подложки молочная база, молочный гель-лак. И на 4 ноготках я просто сделала этими лаками хлопьями быстрый простой градиент. Начиная от кутикулы по 1/3 наношу лимонный, персиковый и на свободный край розовый. Кистью гребешок для градиента сначала выравниваю и довожу хлопья до боковых валиков и до свободного края. Выровняв самый крайний, самый нижний цвет, затем уже разметающими движениями перемешиваю хлопья цвета между собой. Сильно выпуклые или неровные хлопья обязательно убираю этой же кистью, либо тонкой. Замечу, я начала перемешивать цвета с самых нижних и постепенно двигаясь вверх. Так я избегаю того варианта, когда получается, что все цвета стянуты к низу, у кутикулы тускло, а на свободном крае получается наплыв гель-лака. Продвигаясь вверх, перемешиваю лимонный и персиковый уже между собой. Сильно на кисть не давлю, кистью практически еле касаюсь. Сильно выпуклые выпирающие хлопья убираю. Распределяю более равномерно хлопья, чтобы нигде не было больших пустот. Дорабатываю, довожу хлопья к боковым валикам. И также в зоне кутикулы подталкиваю хлопья под кутикулу и более равномерно распределяю, выравниваю вдоль кутикулы. Так как хлопья все-таки крупные и плоские, имеет место быть некоторые неровности. Я просушиваю градиент 60 секунд. Покажу ноготок боком. В принципе, плотным топом выравнивающим слоем все эти неровности загладятся, их не будет видно. Но мне понравился эффект. Я сняла липкий слой, пилочкой 180 градусов слегка выровняла ноготок. И так как изначально эти хлопья белые, некоторые пропилились и стали белыми, что придает визуально еще больше объем, больше фактурности, и дизайн становится еще более интересный. И перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Топ просушиваю 60 секунд. Второй вариант. По 1/3 я нанесла хлопья лимонного, салатного и голубого цвета. Также кистью гребешок для градиента, начиная с нижних цветов, перемешивая их между собой. Сначала разметающими движениями, потом распределяю. Затем перемешиваю салатный и лимонный, продвигаясь ближе к кутикуле кверху. И затем уже дорабатываю, распределяю к боковым валикам и продвигаю хлопья к кутикуле под кутикулу. Вот такой вот получается градиент всего лишь в один слой. Просушиваю его для верности 60 секунд. Снимаю липкий слой. Как и в предыдущем варианте, я все же пилочкой 180 градусов подпиливаю, выравниваю ноготок. Затем вытираю от пыли и перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости, все же слегка выравнивающим слоем. Очень эффектно получается, а главное быстро, градиент в один слой. Топ просушиваю 60 секунд. Третий вариант, для кого-то это будет наиболее бюджетный вариант. Наношу на молочную базу просто белые эти хлопья. Распределяю, выравниваю, чтобы они перекрыли ноготок равномерно. И еще один вариант, еще более бюджетный. Продаются точно такие же сыпучие хлопья в баночках. Их можно каждое покрытие просто смешивать с топом, тем самым получая аналогичный гель-лак. Просушила хлопья 30-60 секунд и наношу витраж. У меня это неоново-розовый витраж и желтый. Где-то на 1/3 я нанесла розовый, а на оставшуюся часть желтый.
Кистью гребешок для градиента перемешиваю разметающими движениями сначала из стороны в сторону и, если необходимо, стягивающими. Я сняла чуть лишнего желтого витража со свободного края, доработала у боковых валиков и, соответственно, у кутикулы. Такие градиенты получаются, конечно, намного сочнее и контрастнее. Можно сделать их наиболее яркими и сочными. Просушиваю градиент 60 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости. Просушиваю его 60 секунд. Еще один красивый и яркий вариант. Я нанесла на четверть ноготка синий витраж, затем чуть больше трети желтый и на оставшуюся площадь ярко-розовый неоновый витраж. Кистью для градиента перемешиваю, начиная с нижних цветов между собой и двигаюсь вверх. Разметающими движениями я перемешала между собой витражи и затем уже доработала стягивающими. Довожу, дорабатываю у боковых валиков и загоняю витраж под кутикулу, дорабатываю у кутикулы. И получается вот такое очень красивое сочетание бирюзово-желто-розовый. Градиент просушиваю 60 секунд, перекрываю ноготок выравнивающим слоем глянцевого топа без остаточной липкости. Просушиваю топ 60 секунд. Пятый вариант. В качестве подложки у меня молочная база. Это либо гель, либо гель-лак. Я нанесла по 1/4 синий, розовый и на оставшуюся часть желтый. Витражи перемешиваю между собой кистью гребешок для градиента, начиная опять же с нижних цветов и продвигаюсь кверху. Так как желтый перемешивается с ярко-розовым, получается красивый оранжевый цвет промежуточный. И также розовый смешивается с синим и получается у кутикулы сочный ярко-фиолетовый. Я просушила градиент этот 60 секунд и затем перекрыла тонким слоем белых вот этих хлопьев. Именно неплотным слоем, чтобы хлопья распределились как можно реже. Что в этом градиенте мне понравилось, то что он получается наиболее плоский и его не нужно будет выравнивать, подпиливать, а просто перекрыть слегка выравнивающим слоем любым глянцевым или может быть даже матовым топом. Я просушила блестки и перекрыла ноготок глянцевым топом без остаточной липкости. И вот такой, наверное, сафари, Африка, закат градиент получился. Просушила топ 60 секунд. И шестой вариант. По 1/4 нанесла витражи желтый, неоново-розовый, синий и опять же желтый. Кистью для градиента, начиная снизу, разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Продвигаясь снизу вверх, перемешала по очереди цвета между собой. И получился вот такой вот фокус. Градиент получился от оранжевого через розовый, фиолетовый и синий в ярко-зеленый. Просушила градиент 60 секунд. Наиболее простой вариант нанести просто реденько белые хлопья, но мне пришла идея нанести все же цветные, по цветам самого градиента. У кутикулы у меня персиковые, затем розовые, голубые, зеленые и на самом кончике лимонные. Хлопья нанесла совсем редко, чтобы прям несколько штук было. Кистью перемешала их между собой и распределила равномерно по ноготку. Добавила каплю лимонных хлопьев у кутикулы, чтобы сделать посветлее. И вот такой вот радужный лимонад получился. Что скажете? Просушиваю градиент 60 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Топ также просушила 60 секунд, и вот что у меня получилось. Не самый простой градиент, но очень эффектный. И яркая залипательная подборочка градиентов с хлопьями готова. Мне действительно напоминает какой-то лимонад. Что-то безумно красивое, яркое и радостное. Я надеюсь, это видео вам было полезным и понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И если еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!